Здравствуйте! Выполняю свое обещание, и в этом выпуске я покажу, как я делаю фантазийные цветы из рисовой бумаги. Напоминаю, что вся нужная информация есть также в описании под видео. Для таких цветов нам нужна вот такая рисовая бумага. Она продается в супермаркетах, либо в магазине для кондитеров. Бывает круглая, либо вот такая квадратная, как у меня. Но перед этим, как мы начнем, я хочу объяснить один нюанс. Изначально, как я купила эту бумагу, она была такая эластичная и не ломалась, не крошилась. Но со временем, когда из нее уходит влага, она становится вот такой хрупкой, ломается. Тогда с ней очень сложно работать. Я сейчас покажу, что нужно сделать, чтобы привести рисовую бумагу в рабочее состояние. Сначала нам нужно приготовить жидкость. Берем обычную воду, достаточно 50 мл, и добавляем к воде 1 кофейную ложку глицерина. Смешиваем. Вот теперь этой жидкостью нам нужно обработать нашу сухую бумагу. Берем губку, смачиваем в этой жидкости и хорошо отжимаем. Хорошо отжимаем, чтобы губка была просто влажной. И протираем нашу бумагу с двух сторон. Можно сделать это 2 раза. Теперь эту бумагу нужно оставить на минут 10, чтобы она немного увлажнилась и пришла в рабочее состояние. Лучше всего положить ее в какой-нибудь пакет и так вот завернуть, пускай себе полежит минут 10 и увлажнится. За это время приготовим жидкость именно для цветов. Берем тот же сироп, который мы делали, вода с глицерином, и сюда же добавляем немножко сахара. Это для того, если вдруг кто-то захочет скушать этот цветок, они съедобные, но невкусные, но чтобы он хотя бы был сладким. И добавляем сюда же краситель. Желательно использовать гелевые красители, чтобы сохранить прозрачность лепестков, но можно брать также и сухие. С красителем желательно не перебарщивать, чтобы также лепестки у нас оставались прозрачными. Вот смотрите, наша бумага стала обратно такой гибкой, уже не ломается, и с ней спокойно можно работать. Чтобы было удобно вырезать лепестки, разрезаем бумагу на части, либо на квадратик, либо на прямоугольнички, ну так, чтобы они были одинаковыми. Для цветка нам нужно 5, я вырезала 5 одинаковых прямоугольников. И теперь смотрите, вырезаем лепесток. Вот начинаем из уголка и делаем заокругление. Вот такие лепесточки нам нужны для цветка. Смотрите, если не хотите, чтобы руки у вас окрасились краской, то лучше работать в перчатках. Но, как вы видите, я перчатки сняла, потому что не очень удобно работать в перчатках. Рисовая бумага больше липнет к перчаткам, и для меня лично сложнее, поэтому я сняла. Берем губку, смачиваем в этой жидкости, отжимаем и прорабатываем каждый лепесток с 2 сторон, увлажняем. Сильно увлажнять не нужно, потому что потом придется очень долго ждать, пока эти лепестки высохнут. Поэтому вот так, совсем немножко, только увлажняем слегка. С 2 сторон каждый лепесток проходимся. Можно эту процедуру сделать несколько раз, 2-3 раза. Вот так увлажняем. Лишнюю влагу убираем, чтобы рисовая бумага быстрее увлажнилась и быстрее высохла.
После этого оставляем вот эти лепесточки на 10 минут, чтобы рисовая бумага стала такой совсем мягкой, эластичной и податливой. Вот смотрите, 10 минут прошло. Наша бумага абсолютно, вот смотрите, какая она мягкая, гибкая. Все, теперь берем вот аккуратненько и у основания лепестка делаем вот такие хвостики. Вот, делаем такие хвостики на каждом лепестке. Вот так они выглядят. После этого просушиваем немного феном, чтобы ускорить процесс высыхания. Но слишком горячий воздух не надо, вот просто минимальный. Просушиваем несколько минут. Вот подсушили несколько минут и оставляем. Оставляем еще на 10 минут. Через 10 минут лепесточки надо пошевелить, как бы оторвать их от силиконового коврика и ложим обратно на место. Если лепестки вот лежат все время впритык к силиконовому коврику, то будут сохнуть дольше. А так мы их немножко поднимаем, ставим на место, там образуется уже воздух и лепестки сохнут быстрее. Смотрим, если лепестки слишком гибкие, оставляем еще немножко, чтобы они подсохли. Они должны быть твердыми, но гибкими в то же время. Оставляем сушиться вот до такого состояния, чтобы они держали форму, были почти сухими, но в то же время еще немного гибкими. Ну и самое главное, чтобы они уже не липли к пальцам. Берем обычную шпажку, в каждом доме есть, и нужна вот такая лента. Такую ленту я покупаю в магазине для кондитеров. Накручиваем на кончик шпажки ленту, фиксируем ее там. И теперь берем по лепестку, прикладываем и также скручиваем лентой на шпажке. Фиксируем лепесток только там, где кончик. Вот эти хвостики мы специально делали для того, чтобы иметь возможность зафиксировать лепестки на шпажке. Рисовая бумага в таком состоянии достаточно прочная, гибкая, и все будет хорошо держаться. Вот скручиваем только вот эти кончики. Ну и смотрим, конечно, чтобы у нас лепесточки ложились более-менее ровно, чтобы образовался красивый цветок. Вот смотрите, цветочек наш почти уже готов. Ставлю его на пенопласт. И сейчас сделаем сердцевинку. Сердцевинку делаем из обрезков, которые у нас остались. Не нужно их выбрасывать. Теперь уже обильно можно смочить вот этой жидкостью. И оставляем, чтобы она также размокла хорошо и увлажнилась. После того, как бумага хорошо увлажнится, делаем вот такой жгутик. Вы можете придумать что-то другое, если есть фантазия. Это такая самая простая, самая элементарная сердцевинка. Приклеиваем сердцевинку той же жидкостью, смазываем хорошенько и сверху прикладываем. Инструментиком прижимаем так, чтобы хорошо держалась. Вот, теперь в таком состоянии оставляем цветок, чтобы все хорошо зафиксировалось. Я оставляла на 30 минут. И после этого подкрашиваем, если нужно, подкрашиваем. Я подкрашивала золотом, это античное золото, разводила на спирте. Я подкрасила центр и сделала окантовочку на лепестки. Все, вот после подкрашивания оставляем на минут 5, чтобы краска высохла и уже не мазала пальцы. Вот прямо после этого можно украшать торт.
Такие цветы нормально себя ведут в холодильнике. Они эффектно смотрятся на тортах. Ну, единственный минус, я уже говорила в прошлом выпуске, что такой декор, он съедобный, но невкусный. Также такие цветы можно приготовить заранее, хранить в плотно закрытом контейнере в помещении. Напоминаю, что вся нужная информация есть также в описании под видео. Надеюсь, что этот выпуск был для вас полезным. Кто еще не подписан на канал Тортомания, приглашаю подписаться. Впереди еще будет много интересных и полезных видео. На этом говорю всем пока. До следующего выпуска.